Метро максимально непонятное для меня. Мы погоним яхту из Миядзаки в Фукуоку. Не успели на автобус. Все хотят помочь, но никто не знает языка. Вот такая видимость. Течение 8 узлов. Идем на остров Айношима. Так что хардкорный яхтинг, возможно, получится. Всем привет! Рад приветствовать на канале Хардкорный яхтинг. У меня для вас две новости. Первое, это я отпустил вот эти вот шикарные усы. А второе, я приехал, знаете куда? Правильно, не знаете. Приехал я в Японию, чтобы узнать, есть ли здесь яхтинг, посейлить, если получится. В общем, как-то так. Посмотрим, что из этого выйдет. Короче, прикол. Яна везла бутерброд из самолета. К ней подошла женщина, говорит, у вас есть что-нибудь из этого? И на картинке там мясо. Яна такая говорит, ну да, вот бутерброд. Она ее отвела, взяла паспорт, выписала предупреждение. При повторном нарушении штраф до 3 миллионов йен и до 3 лет лишения свободы. То есть сейчас как бы отделались бумажкой. Просто за бутерброд еще как-то можно было тут присесть. Так все пока классно. Метро максимально непонятное для меня. Где посадка, я не понимаю, здесь стоят. Ну, в общем, немножко подробностей. Прилетели в Токио, завтра улетаем. Я, правда, забыл город, остров, созвучно с Нагасаки, но не Нагасаки. И там загружаемся на яхту и переправляем ее на Фукуоку, где ее, собственно, домашняя марина. Погодка будет веселая, так что хардкорный яхтинг, возможно, получится. Вот, а сейчас идем, пока заселяемся в гостиницу в Токио. Сейчас мы вылетаем в Миядзаки из Токио. Там садимся на лодку, загружаемся и сегодня в ночь выходим, потому что там у нас погодным окном это не назвать, но более-менее условия. Там будет дуть прилично, но с попуткой. Куча народу. Пардон. Мы погоним яхту из Миядзаки в Фукуоку. Сейчас вот приехали в аэропорт, скоро вылетаем. Try? Yeah. It's fun. Oh, it's okay. I don't know. Okay. Thank you. Не успели на автобус, сейчас будем ждать час. Или нет. Короче, потерялись чуть-чуть. Пропустили автобус, местные все хотят помочь, но никто не знает языка. Вот, ну вроде разобрались, сейчас стоим, ждем, через полчаса будет автобус наш. И там еще 2 километрика пешком. Здесь просто баня, я не знаю, влажность, наверное, под 100. Вот, ждем автобуса. Почти пришли уже. 2 километра с чемоданами, это, конечно, too much. Яна пока фотографирует рис и бамбук. Вот мы уже на подходе к марине. Вон какая штука валяется, интересно. Вот.
очень жарко, просто невероятно жарко. Влажно, мокро, ветер не спасает. Я еще вычитал, что японцы не очень хорошо относятся к людям с татуировками. И так как у меня на ногах татуировки, хожу в джинсах. Такое ощущение, что лучше бы на меня косо смотрели, и я был в шортах. Марина уже видно. Сейчас нам надо ее обойти. И мы на месте. На камере не видно, наверное, но он стоит там Hellbear Crazy. Наверное, это наша. Очень похоже, да, Lazyback. Такого же цвета. Прикол в том, что мы без связи. Может, ребята нас и не ждут сейчас. Может, сейчас где-то Wi-Fi здесь найдем. Надо связаться с ребятами. Ребята, это Вадим и Юля, были на лодке и уже успели все подготовить к отходу. Оставалось немногое – подкупить вкусняшек и воды в бутылках на переход. Мы быстро приняли душ, который подарил ощущение свежести ровно на 3 минуты, и отдали швартовы. Наша задача была перегнать яхту с Тихоокеанской стороны Японии на сторону Японского моря, в город Фукуока. В общем, маршрут у нас такой. Надо вот в этой точке оказаться до 2 часов ночи, потому что потом начнется встречное течение. Ну и все это дело проходит вот примерно вот в таком формате. Тут идут танкера, каргошипы. Хорошо, что есть АИС, радар. Удобненько. Так ничего не видно. Ну, в общем, как-то идем. До 2 не успеваем. Где она там? 2:20. Появился ветерочек. Летит 7 узлов. На моторе с Геной. Геной на всю. Но чуть-чуть опаздываем. Доброе утро. У нас вот такая обстановка навигационная. И вот такая видимость. Вот такая видимость. Пытаемся разойтись с лоцманским судном в тумане. Вот мы что-то от него пытаемся ему под корму сдать. Он меняет свою траекторию. Показано на их 120 узлов чешет. По идее должен быть в 500 метрах от нас. Но вот ничего не видно. Видимость, не знаю, метров 100, наверное. Может, меньше. Сейчас надо успеть до вечера в один участок попасть до смены направления течения. Там течение 8 узлов. Мы не вывезем на двигателе. Если сейчас придем и не успеем, то придется часов 5 где-то кружить, ждать, пока оно поменяется. Лоцмана все нет. Что там, лоцман пропал? Радар. Он рядом с нами тусит. Я думаю, у него просто точка здесь базирования. Туда-сюда. Вот тут, кстати, красиво. Мы сюда на машине ездим несколько раз. А вы... Тут, не знаю, нас лоцман встретил. По нашу душу, не по нашу, что-то. Подошел. Смотрит. Мы быстренько жилеты накинули. На всякий случай. Что-то встал, просто встал, смотрит на нас. Доброе утро. В общем, мы вышли с канала, идем в Фукуоку. Осталось около 25 миль. Сейчас глянем. Тык-тык-тык. Где? 34 мили. 34 мили осталось. Нормально. 34 мили, скоро дойдем. Отлично. Держим, 5 узлов держим. Уже встречное течение началось. Видимо, потому что скорость что-то 5,2, а обороты больше 2000 оборотов. Ну, все нормально, вот выспался сейчас.
меню вас тут? Короче, что-то клюнуло, не успели сбавить скорость, и все приманки оборвало. Надеюсь, что-то большое было. В итоге осталась только леска и поплавок. Увидели, что он утонул, но что-то засомневались, обороты не сбавили, и, видимо, оторвало рыбу. Все, без свежей рыбы сегодня в ресторан придется идти. Чуть менее чем через 3 суток непрерывного хода мы наконец увидели силуэты города Фукуока сквозь плотный туман, который был нашим спутником все эти дни. 5 метров. 3 метра. Что, мы пришвартовались в Фукуоке. Переход прошел хорошо, без всяких там поломок и эксцессов. Нормально. Пару фардаков поймали, но ничего. Вот сейчас в Фукуоке остановимся, пару денечков осмотримся, прогуляемся. Вот такое местечко здесь. Вот еще Халбер Крейзи стоит. Вот наша красавица. Все, осталось за приплыст. Короче, я не travel-блогер, но решил все-таки поснимать, что мы тут делаем на берегу. Промежуток между яхтингом. Вот ребята нас привезли на какой-то viewpoint. Тут водопад еще будет. Так что вот сейчас поснимаем. Это наш входной билет на viewpoint. Вместо билетов как бы покупаешь себе поесть, кофе. Тебе в такую корзиночку кладут. Ты берешь вот так вот стульчик любой. И поднимаешься вон туда в лес. И там можешь посидеть, поесть красивым видом. Но с погодой нам сегодня не очень повезло. Льет дождь, ну и в принципе всю неделю будет лить. Сейчас сезон дождей. Ну что делать? Сразу после всех вьюпоинтов и достопримечательностей мы отправились в местный ресторанчик с конвейерными сушами. Суть проста. Делаешь заказ на планшете, и он приезжает к тебе на конвейерной ленте. Минимум контакта с посторонними. Все как любят японцы. Кушай, что захочешь. Кому? Тунец? Hello. Excuse me, can you shave me? Yes? How much? Okay. Держи. В общем,
меня побрили. Японская бабушка Барбер делала мне массаж лица, хотела мне еще брови подровнять. Я сказал, нет, брови не надо. Ну да, она потом начала трогать лоб, и, может быть, она хотела что-то от морщин на лбу. Я ее не понимал, она меня тоже. Казалось, что больше ничего не надо. Короче, факты, которые я подметил. На улицах нельзя курить. Все японцы прячутся где-то во дворах. Вот иногда есть заведения, у которых есть значок, что можно курить, и они выставляют пепельницу у входа. Там, как правило, стоят куча японцев с бешеной скоростью, одну за одной, там по 5 сигарет выкуривают вот в таких местах. В основном все прячутся. Второе, я не знаю, надо будет попробовать снять. Они все носят большую обувь на пару размеров больше. С чем это связано, я не знаю. Либо, может быть, у них мода на большую ногу, либо у них проблема с размерным рядом. Потому что все японцы маленькие, у них там какие-нибудь 33 размеры ног. И прям вот идешь и видишь, что у человека в задник пятки можно прям палец засунуть. Что еще было отмечено? У них заведения абсолютно тебя не приглашают. Всегда двери закрыты, завешаны какими-то шторками. То есть ты либо знаешь, куда идешь, либо вот ищи какие-то более направленные на туристов заведения. В общем, едем в Осаку сегодня. Что у меня тут мокро? На ночном автобусе. Долгий маршрут. Через пол Японии почти. И пока ждем автобус, тут торговый центр. Вот хотим здесь пошарахаться, посмотреть что-нибудь. Шортик с якорями. Ужасная синтетика, конечно. Ну, тут этаж со шмотками целый. Вот это все Китай какой-то, рынок прям. Вот это вот полезные вещи я взял. У нас вся техника на европейских розетках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментарии. В Осаку на ночном автобусе, может быть, в Макдональдсе позавтракаем. И поедем в Нару. Город Нара, неподалеку от Осаки, довольно необычное место из-за того, что по улицам разгуливают абсолютно ручные олени. О, блин, я боюсь вас. Давай тебе. Давай тебе. Ну, прикольно здесь в Наре. Я советую посетить, если кто-то тут окажется рядом. Поконтактировать с животными прям прикольно. Не то, что вот эти вот всякие обезьяны в Таиланде, которые тебя в кольцо берут и воруют вещи. Эти тоже наглые, кусаются, за лямки тянут, за шорты, за одежду. Но все равно как-то им больше доверия. Вот, Нара — прикольное место. Короче, береговая жизнь нам наскучила. Мы вот открываем новые грани яхтинга в Японии. Такой вот кораблик Санта-Мария. Покататься по заливу в Осаке. Что делать еще? Дождик прошел, погодка наладилась. Коничуа. А, ну тут рестик типа какой-то. Сейчас посмотрим, что тут есть. Яхтинг есть в Японии. Че, вы сомневались, что ли? Вот какие тут. Сейчас паруса открываем. На колесо обозрения решили подняться, очень высокое, я очень боюсь высоты. Сейчас будет проверка на прочность. Но мне уже страшно. Взяли еще кабинку с прозрачным дном, чтобы вообще уписаться. Прозрачное дно.
колесо, было не страшно, но очень красиво. Вид на всю Осаку открывается, на залив, на выход из залива в море. В Леголэнд нас не пустили, сказали, без детей нельзя, ищите детей. Мы детей не нашли, поэтому вот довольствуемся жирафом из Лего. Ну что, наконец-то переход, наконец-то береговая жизнь прервется. Мы идем на лодочку, вот мы сейчас в яхт-клубе. Пойдем на остров из Фукуоки на остров, я не помню, как он по-японски. В простонародье называют остров кошек, потому что там вроде как много кошек живет. И там какой-то знаменитый сушист делает какие-то очень вкусные суши. Так, нам дальше. Вон там наша стоит красотка. Сейчас загрузимся, швартуемся и пойдем. Погодка вроде ничего. У нас кормы по левому борту. Все, отдаем концы. Ходим. Я думаю, Алексей, как в прошлый раз, давай Даня отдаст, а ты проконтролируешь, чтобы все правильно. Салат. Носовые, Даня, сначала, потом один из спрингов, он тоже носовой. Левый носовой на руках. Отдали. Что-то он как-то фигово наворачивает. Нормально, сейчас поправим. Сейчас я беру. Отлично, надо быстрее, быстрее. Это вот взял. Все, закидывай и пойдем. Все отдали. Даня, заходи. Все, Вадик, поехали. Можно чуть-чуть закинуть вправо нос. Все, везде пошли. Давайте с жилетом наденем. Все, вышли из марины. Там какие-то лодочки тренируются парусные. Леш, как называется на японском остров, куда мы идем? Айношима. Айношима. Идем на остров Айношима. Там есть еще один мастер? Там есть такие маленькие. Кранцами не ходим. Мы же не водно-моторники. По неизвестным мне причинам, в какой-то момент дрон потерял сигнал и перестал реагировать на пульт. Тебе сложно будет его посадить, мне кажется. Ну, или ты уже сажал? Сажаю, да. Да, и как? Нормально. Так, а мы с какой скоростью идем? 3,5 узла на малом ходу. Меньше уже не можем. Я чуть-чуть отсюда. Прощай. Пришлось быстро срубить парус и отправиться на его спасение. Порывистый ветер и рваная волна сильно усложняли ситуацию. Как ощущения? Все хорошо? Конкретно. Готовимся швартоваться. Повесили кранцы. Кранцев сильно много, тяжелючие, такие прям серьезные. С ними пока набегаешься, тут уже устанешь.
Вот, полетали на коптере, чуть не потеряли его, потерялся сигнал и реагировал пульт только наверх и вниз. Дрон нас не догонял, пришлось срубить Геную, развернуться и подойти, просто его поймать на лету. Вот, слава богу, что вверх-вниз работал он. Я его опустил на нужную высоту, рулевой прошел мимо него, я с борта его достал. Ну, немножко пальцы порубил себе, ничего страшного. Было бы обидно остаться без птички. А вот, собственно, место, куда мы шли. Здесь забронирован ресторан. Какие-то здесь супер вкусные суши. Сейчас будем пробовать. Посмотрите, какие якоря в Японии на яхтах. Не на всех, конечно. Не ржа. Цепь не ржа. И якорь не ржа. Смотрите, блестит. Вот это уровень. Алексей готовит швартовые. Около 2 метров. Метр. Полметра. Давай ход назад. Очень большая скорость. Да, короче, открываем. А там какой-то то ли вьетнамец, то ли индус, какое-то видео из кровати. Пришвартовались. Пойдем поедим сейчас. Поэтому здесь это получается очень вкусно, и он прям готовит при нас и по одной штуке нам выкладывает. Поэтому на этих камнях это будет, поэтому здесь целая история. И в том числе, если бы мы знали японский, он бы мог рассказать, что с чем А ты связано. нам не сможешь перевести? Ну, я думаю, да, я лучше там. Не, Алексей сможет перевести. Да, не сливается он уже. А чего вы стесняетесь? Но у меня авторский перевод, там немножко от себя. Так, ну сейчас будем пробовать суши с историей. Наевшись по-настоящему вкусных суши и напившись имбирного эля, мы отправились домой сквозь невероятно крутой закат, который по всем законам жанра, конечно же, не передаст ни один объектив. Япония подарила много необычных впечатлений и хороших и отзывчивых людей, но благодаря своей необыкновенности оставила больше вопросов, чем дала ответов. Но на один из этих вопросов мы все-таки ответим. Твое мнение, как человека, уже пожившего здесь, есть ли яхтинг в Японии? Очень многих людей интересует яхтинг в Японии. Вот есть ли он? Я думаю, что это как ребенок. Есть еще какой-то уровень начала, но они когда подрастут, игры станут интереснее, все будет веселее, его станет больше. Инфраструктура для этого есть. То есть пока в зачатке яхт? Да, я уверен сейчас, что это пока в зачатке, то что гоночки у них маленькие, но им это интересно. Они Но ты собирают. видишь тенденцию развития? Есть Да, она какая-то, да? Все, я вижу, что все больше, вот, например, в Марине, где у нас яхта стоит, все больше людей покупают яхту. Больше приходят новых, получают опыт, в том числе спрашивают что-то у нас. А как ты думаешь, есть какая-то... Ого, тебя волной окатило там. В Питере, если у тебя яхта, не значит, что ты миллионер. Скорее всего, ты раб яхты, там пилишь, сам красишь. А есть ли здесь какая-то вот такая история? Нет такого ощущения, что перевес в сторону все-таки людей с деньгами? Японцы, в принципе, обеспеченные люди. Мы это можем увидеть типа автомобилям и потому, как они Согласен, меняют. подтверждаю, да. И, соответственно, у них просто выбор копии. Они могут заниматься условно по нагрузкам, каяком, и они покупают себе новые каяки. Точно так же и с яхтами. Они покупают яхты, исходя из своих возможностей. У них есть возможность Да, купить себе хорошую Да, яхту, если они, её если покупают. они могут управлять 40-футовой яхтой, они покупают себе первые яхты 40 футов. Примерно так же я вижу здесь яхты. Ну давай так просто, можно даже помечтаем. Вот сколько здесь еще нужно лет,
нет времени, чтобы здесь прям вот могло стать, ну, не меккой яхтинга, но интересным местом, вот чтобы сюда потянулись люди. Не в Турцию гнали лодки, да, а, допустим, в Японию. Ты знаешь, я вижу здесь сейчас не совсем дело во времени, а дело, что нужна какая-то вспышка. Нужно этим людей здесь заразить. Как когда-то это случилось в России, начали в Швеции много яхт покупать. В том числе благодаря курсу Вадима. Да, благодаря книге, курсу Вадима. И здесь есть инфраструктура, здесь много фиш-портов. В фиш-портах можно стоять в том числе бесплатно. Если это будет медийно освещаться, если люди увидят, что это доступно, то я уверен, что это станет действительно азиатской такой меккой, потому что здесь все для этого есть, в том числе круглогодичный сезон. Вот сезон, да, это пушка. То СМИ японская довольно-таки закрытая. Если это будут поддерживать какие-то блогеры, какие-то каналы, которые люди читают, тогда это сразу залетает, заходит. Я делаю ставку на вот эти СМИ, они просто будут по телевизору показывать, как ходить на яхт. А вот как раз таки остальные, более классические СМИ, они потом это подхватывают. То есть Согласен, понемногу им меняется. нужно быть в тренде, да. Ну и в том числе, раз вы здесь, Да. силами толкать, что мы сейчас и делаем. Мы в Японии, мы на яхте, значит, яхтинг в Японии есть, друзья. Вся новая часть курса была снята в Японии, поэтому как раз таки мы делаем эти первые шаги. Смотрите, пожалуйста. Возможно, к выходу этого видео как раз уже можно будет получить доступ к первой части, да, будет курса? Да, там очень много интересных роликов, мы много работали. Ребята очень стараются, они делают вот так вот, это я вам не кривя душой говорю. Если вы не знаете, что это за курс, обязательно ознакомьтесь, зайдите, все ссылки будут в описании. Прочитайте просто, а там уже разберетесь, нужно это вам или нет, но курс бомба. На этом мой, возможно, не самый хардкорный яхтинг в Японии подошел к концу. Резюмируя, можно сказать, что Япония очень интересный регион для яхтинга, но здесь нужно проделать огромное количество работы ради его популяризации. Подписывайтесь на хардкорный яхтинг и не забудьте поставить лайк этому видео. А еще я читаю и отвечаю на все комментарии. Спасибо, что следите и пишете. Впереди много идей и крутых регионов, так что до скорого.